Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас продолжение урока. Вчера мы научились с вами делить шар на 6 равных частей, при этом не используя карандаш и иголочки. И сегодня займемся декором. Также хочу напомнить, что под видео я оставляю много полезных ссылок, как на кисточки, как на стразовую цепочку, на полубусины, на декор, на камни и на многое другое. Также я оставляю ссылку на видео, где я показываю и рассказываю, каким клеем и как я работаю. У меня в Instagram есть ускоренный ролик, где я показывала, как я подклеиваю жемчужины и стразовую цепочку. За последние, вот сейчас пошел 4-й день, он набрал уже больше 30 тысяч просмотров. И на вопрос, каким клеем я пользуюсь, я, наверное, уже ответила 500 раз. Поэтому не поленитесь, посмотрите под видео, что есть, возможно, какие-то ссылки вам пригодятся. А сейчас приступим к работе. Начинаем работу с того, что по одной из линий измеряем расстояние до кисточки. И делаем надрез, чтобы кисточку одеть между полубусинами. Я одеваю кисточку между полубусинами и в таком положении подклеиваю. Получается, кисточка у нас в одной из вот этих ямок. Теперь с двух сторон подклеиваю цепочку. Подлезаю под полубусины. Сначала с одной стороны. Даю закрепиться. И затем также поступлю с другой стороны. Вот подлезаю под вторую сторону. И закрепляю. Теперь укладываем игрушку на стакан или другую подставку. Наносим клей. И все аккуратно подклеиваем. Укладываем, чтобы лента у нас была посередине. Подклеиваем с одной стороны и следующие полубусины примеряем и смотрим, чтобы у нас между бусинами получился маленький квадратик. Иногда приходится одну подрезать, но в данном случае у меня все сходится. Получается маленький квадратик, поэтому я наношу на несколько полубусин клей и подклеиваю с небольшим расстоянием. Вот вы видите, у меня здесь такой же получается квадратик. Вот придвину поближе. Вот вы видите, пусть не идеальный, но все же квадратик. И продолжаем подклеивать. Снова берем полубусины и прикладываем, чтобы у нас также получился квадратик. Вот вы видите, маленький. В данном случае нам ничего подрезать не надо. И также подклеиваем. Ничего сложного. Наношу клей и, как в предыдущем ряду, все подклеиваю. Вот все получается ровно. Чуть-чуть придвину. Лишнее я подрезаю и продолжаю работу. Даю закрепиться и затем все подклеиваю. Вот вы видите, около кисточки у нас все чисто, ровно и красиво, а также ровное расстояние между частями. И также обрабатываем вот эти две ленты. Продолжаем работу. Ну, а теперь подклеиваем цепочку. Я уже не раз показывала в своих видео, как это делать. Накладываю цепочку, при этом накладываю миллиметр только цепочки, не доходя до бусин. И теперь пододвигаю. Все выравниваю. Придерживаю пальчиком, отодвигаю цепочку и снова наношу клей.
накладываю цепочку, не прижимаю ее сейчас к полубусинам. Придавлю и теперь пододвигаю. Никакого клея не должно быть. Снова убираю цепочку. Давайте сразу подрежем лишнее. Тюбик клея лучше держать все время носиком вниз. В этом случае вам не надо выдавливать воздух, чтобы клей начал выходить. Поэтому иногда в видео кажется, что у меня все так легко выдавливается. И еще носик не успевает подсыхать. И вот сейчас все пододвигаю. Вот вы видите, все получается ровно и красиво. Работаем дальше. Все края цепочек между собой подклеиваем. Придерживаю пальчиком. Все пододвигаю и выравниваю. Вот эти две цепочки между собой склеить. И продолжаю работу. Вот вы видите, клей у меня выдавливается сразу. Мне не надо надавливать на бутылочку, чтобы воздух выходил. Носик всегда полный клея. И продолжаем работу. На кисточку я также наклею ленту и затем полубусины. И теперь подклею полубусины. Нанесла клей и аккуратно все подклеиваю. Даю закрепиться. Примеряем бантик и смотрим, на какую глубину нам пришить корону. Все, что можно пришить, обязательно пришиваем. Я и пришила, и подклеила, и теперь мне осталось подклеить бантик. Я наношу клей, также наношу на декор чуть-чуть. И укладываю бантик, прижимаю и даю закрепиться. Я закончила работу, и вы видите, что у меня получилось. Вчера я не могла сделать выбор в золоте или в серебре, поэтому я сделала оба варианта. Это как с женским платьем. Если я не знаю, какое купить, я покупаю два. Надеюсь, мой урок был полезен, понятен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А на сегодня все. Творческих успехов вам, хорошего дня и, конечно, отличного настроения. Пока-пока!